Уважаемые друзья, предлагаю вашему вниманию очень важную тему. Называется она «Одноминутная презентация», которую читает Том Шрайтер или Большой Л. Это одна из важных тем бизнеса. Она позволяет, не вкладывая денежных средств, эффективно продвигать свой товар. Если вы лидер, то время от времени вам придется проводить презентации или собрания. Некоторые люди слишком застенчивы и напуганы для того, чтобы говорить перед аудиторией. Одно из качеств лидера – это уверенность. А уверенность приходит от успеха в чем-то, когда вы что-то делаете. А так что если вы хотите научиться плавать, то уверенность у вас появляется по мере того, как вы учитесь плавать и находитесь в воде. А если вы хотите приобрести уверенность как лидер, вам придется часто говорить с людьми. Возможно, вам нужно говорить часто, но мало. Скажем, если вы будете приглашать дистрибьюторов сделать половину презентации, это очень пугающе. Но, тем не менее, мы можем научить каждого дистрибьютора проводить 30-секундную презентацию оратора на собрании. Таким образом, если я хочу воспитать в человеке уверенность как оратора, я делаю вот что. Я прошу их представлять оратора во время собрания. Во-первых, они приобретают опыт, говоря перед аудиторией. Потом они говорят только секунд 30. Если неделю за неделей это будет продолжаться, то у них появится уверенность. Есть много способов, чтобы приобретать уверенность. Я бы хотел дать вам небольшую формулу. Это не единственный способ, как представлять людей, но для начала пойдем. Первое – это тема. Формула называется ТВЛ формула. Скажем, кто-то разговаривает во время собрания. Скажем, следующий оратор будет говорить о компенсационном плане. Так что мой будущий лидер выбегает в центр комнаты и говорит, следующая тема, которую мы рассмотрим сегодня, это компенсационный план. Как конкретно мы зарабатываем деньги. Второй шаг – это важность. То есть он должен сказать, почему эта тема важна для присутствующих. Так что мой будущий дистрибьютор говорит, вот что. Причина важности компенсационного плана в том, что вы наконец-то поймете, откуда берутся у вас в почтовом ящике чеки каждый месяц. Если вы серьезно относитесь к этой программе, то вы сможете научиться, как сделать этот бизнес своей постоянной занятостью. Так что теперь люди в аудитории знают, почему этот вопрос так важен. Третий шаг. Личность. Нужно представить человека, который будет дальше говорить, описать его как личность. Сказать, почему этот человек является достаточно компетентным для того, чтобы рассказывать именно об этой теме. Некоторые думают, что это глупо обучать нового потенциального лидера говорить на людях. Но вы не можете себе даже представить, насколько это изменит их жизнь. Первый страх по важности в Америке – это не страх смерти, это страх разговора перед публикой. Страх смерти – второй. Большинство ваших дистрибьюторов проводят все свое время в поисках людей, с которыми нужно поговорить. Коллеги не хотят приходить на собрание.
they will try to tell them about their Родственники business. перестали приглашать их на свадьбы и похороны, потому что они боятся, что вы начнете опять разговаривать о своем бизнесе. Yeah. And when their friends see them walking down the street, they walk on А the если other друзья side. видят вас идущими по улице, они переходят на другую сторону. And these people spend their whole week looking for somebody that will listen to И them. все время эти люди проводят в поисках людей, которые бы их выслушали. Well, shouldn't we spend the whole week giving presentations? Wouldn't А that как be вы more fun? думаете, было бы гораздо лучше проводить это время, проводя презентации? So how many people here have some distributors who say this? I just don't have У кого из вас anybody есть to talk to." дистрибьюторы, которые говорят так: мне просто не с кем разговаривать по этому поводу? Your distributors don't have appointments to give А вот по какой presentations. причине они не могут ни с кем поговорить про этот бизнес. They don't know what to say and they don't know what to do. Они не знают, что конкретно говорить и что делать. So if your distributor were to talk to 10 people, how many of those 10 people would actually give them? А сколько из 10 человек согласились бы прийти на собрание, если бы ваш дистрибьютор поговорил, скажем, с 10? Сколько из 10? 1, 2, okay. 1 or 2. 1-2. But what would your business look like if you could get an appointment with 5 out of every 10 people? Как бы изменился ваш бизнес, если ваши дистрибьюторы приглашали на собрание 5 из каждой 10? Wow, it would explode, wouldn't it? Просто был бы взрыв. You'd have lots of people at opportunity У вас было meetings. бы много людей на собрании. You would spend all week actually giving presentations instead И of всю spending неделю all вы бы week. проводили презентации, вместо того, чтобы бегать в поисках людей, с кем поговорить. So how many people here would like to learn a skill where you could get 5 out of 10 Кто бы people? хотел овладеть навыком, чтобы приводить на собрание 5 из 10? Okay. Unfortunately, we're not going to learn that К skill сожалению, today. сегодня мы этим заниматься не будем. Instead, we're going to learn a different skill. Лучше мы выучим другой навык. We're going to learn the skill where you can get 10 out of every 10 Мы people, разберемся, как привлекать на собрание 10 из 10. unless you've been to a big out workshop. Вы были на тренингах Большого Эла. Because there you will learn 2 sentences that will get you an appointment with almost 100% of the Потому что people. на них у вас есть возможность выучить 2 предложения, используя которые вы сможете договориться о встрече со 100%. Ready for sentence number 1? Итак, первое. I can give you a complete Я presentation, могу провести с вами полную презентацию, but it would take an entire но она minute. займет целую минуту. Second sentence is this. Второе предложение. When could you set aside a whole... Когда вы могли бы мне уделить целую минуту? Now let's see how this works in real life. Посмотрим, как это работает в жизни. I'm standing next to you at the coffee machine. Я стою рядом с вами около автомата I для кофе. say, we've been there 3 or 4 Мы там стоим уже hours. 3-4 часа. I say, boy, do I have an С того ни option. с сего я говорю: слушай, у меня для тебя есть такое классное You бизнес-предложение. go, А у вас инфаркт. I say, don't have a heart attack. It's Итак, okay. подожди, все в порядке, не нервничай. Да? Because I can give you a complete Потому что я presentation, могу but it would провести take с an тобой entire полную minute. презентацию, но она займет целую минуту. When could you set aside Когда a ты whole можешь мне minute? уделить? And what might you say? Что вы скажете? Yeah. How about right now? Давай сейчас. And why would we say right now in almost 100% И of the cases? почему почти в 100% случаев мы говорим сейчас? Well, we're thinking, I'm a little bit curious now. I Потому can find out что what it is. все-таки верх берет любопытство. Мы можем узнать, в чем, собственно, дело. And it's only going to be 1 minute. I can keep my sales defenses up for И a за whole минуту minute. мне, пожалуй, не успеть ничего продать. Please give me that presentation now, so I don't have Так to что go to давай-ка an посмотрим, что у opportunity. тебя там за презентация, и мне не придется ехать на собрание тогда. Please give me that presentation now, because I don't want you calling me later asking Лучше for an сейчас, потому что appointment. я не хочу, чтобы ты потом мне звонил домой. And if it's only 1 minute long, И она займет всего лишь 1 минуту. there's barely enough time for a few facts. There's no time А for времени sales всего только на то, чтобы дать несколько фактов. Ему даже не удастся применить какие-нибудь трюки продавца. So in almost every case, people say, how Так about что right now? почти 100 из 100 человек говорят: давай сейчас. Did you ever talk to a prospect over the phone and they А had вы когда-нибудь sales issues? разговаривали с человеком по телефону, который в упор не хотел ничего покупать? So let's say a prospect calls you up off the phone, and let's see how this Скажем, works. кандидат звонит по The телефону, prospect says, hello, I'm calling you because I heard you have an говорит: добрый opportunity. день, я вам звоню, потому что я слышал, что у вас есть интересная бизнес-возможность. Could you tell me a little bit about it? Могли бы вы мне рассказать о вашем And you предложении? say, just one moment, let me grab my Говорит: notes. сейчас, минуточку, только лекции вытащу. I can give you a complete presentation, but it would take an Я entire могу minute. провести с тобой полную презентацию, но она займет целую минуту. When could you set aside a whole